Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 9 апреля. Поговорим о церковном празднике, поговорим о народном празднике, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 9 апреля. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: «Я принимаю все блага от Вселенной истина, да будет так». Не забывайте прописывать ваше полное имя. Помните, Вселенная не понимает, вы шутите или серьезно, поэтому прописывайте всегда то, что вы чувствуете в данную секунду и в данный момент. Также хотим поблагодарить тех, кто отправляет нам донаты. Друзья, очень приятно. Мы вас благодарим. Итак, друзья, 9 апреля в православии почитается Матрона Солунская, которая стала символом непоколебимой веры и силы духа во времена гонений на христиан. Ее жизнь и подвиг являются примером принципиальности и преданности принятым убеждениям. В III-IV веках Матрона была рабыней Павтилы, жены военачальника Солуни. Павтила, будучи иудейкой, настойчиво пыталась заставить Матрону отказаться от христианской веры. Она применяла к ней грубое насилие и изощренные пытки. Но Матрона не дрогнула перед лицом испытаний. И, не поддавшись давлению и угрозам, Матрона осталась верна своим идеалам и укрепила свою веру еще больше. По мере того, как Павтила прибегала к еще более жестоким методам, Матрона оставалась непоколебимой. Ее сила духа и стойкость поражали даже самых жестоких преследователей. История о том, как Матрона была увидена за молитвой в темнице, а затем была подвергнута смертельным пыткам, стала символом веры и благочестия. Ее готовность пожертвовать своей жизнью ради истины и принципов превратила ее в символ сопротивления и непреклонности. Несмотря на жестокую судьбу, Матрона не променяла свою веру. Ее бесстрашие и стойкость придали ей особый статус в христианской традиции. Ее подвиг стал примером для многих верующих, вдохновляя их к стойкости и преданности своим убеждениям. Мощи Матроны были обретены и почили во храме, возведенном в ее честь местными христианами Солуни. Этот храм стал символом памяти и почитания кроткой женщины, чья вера и стойкость не знали границ. Ее жизнь и подвиг напоминают нам о силе духа и силе веры, которые могут преодолеть любые испытания. Обращаем ваше внимание, что 9 апреля выпадает этот день на вторник 4-й седмицы Великого Поста. Как вы помните, по вторникам и средам не нужно соблюдать сухоедение, то есть можно употреблять растительную пищу, горячую, вареную, пареную, запеченную, но без добавления растительного масла. Также не едят рыбу. Теперь давайте, друзья, уделим внимание народному календарю и посмотрим, как же этот день назывался. Итак, в народе этот день назвали как Матрена Наставица, Матрена Полурепица, День Матрены или Святая Матрена. Вы знаете, в народной культуре 9 апреля был связан этот день с обрядами и поверьями, которые были связаны с природой и сельским хозяйством. В этот день особенно почитаема Матрона Полурепица, которая получила свое необычное имя из-за связанных с посевами обычаев и ритуалов. Древние крестьяне традиционно выбирали 9 апреля для начала подготовки почвы к весенним посевам. Этот день был символом перехода от зимы к весне, когда снег начинал таять, а почва становилась готовой для посева. Матрона Полурепица, почитаемая в этот день, ассоциировалась с этими важными сельскохозяйственными моментами.
Название Матрона Полурепица происходит от обычая выбирать в этот день самые крепкие и здоровые корни репы для посева. Полурепица указывала на то, что репа уже пригодна для высадки, но еще не совсем достигла полной зрелости. Этот обычай был важным звеном в сельском хозяйстве и свидетельствовал о начале нового аграрного сезона. Еще одним характерным аспектом этого дня было явление наста – твердой снежной корки, которая образовалась на поверхности снега из-за перепада температур воздуха. В народе этот феномен называли «матрёной настовицей», что отражало суровые весенние условия и неожиданные смены погоды, характерные для этого периода. Согласно преданиям, женщины в этот день отправлялись в храмы уже с раннего утра, чтобы помолиться перед иконой Матроны, которая считалась покровительницей хозяек. Важным элементом этого обряда было зажжение свечи перед иконой и последующая молитва к святой с просьбой о помощи в бытовых и в сельскохозяйственных делах. Традиционной практикой в День Матрёны было перебирание запасов репы. Женщины аккуратно проверяли корни на свежесть и пригодность для дальнейшего использования. Подпорченные корни, если оставалась возможность, использовались для приготовления различных блюд, в то время как более качественные откладывались для последующего посева. Интересным аспектом этого обычая было поверье, связанное с предпосевной подготовкой женщин. Считалось, что для успешного выращивания репы необходимо тщательно выкупаться и надеть чистое белье перед посевом. Кроме того, женщины сеяли репу только с распущенными волосами, считая такой образ обрядовым и важным для обеспечения дальнейшего хорошего урожая. Для крестьян репа имела особое значение в питании. Этот корнеплод использовался в разнообразных кулинарных рецептах. Его жарили, варили, парили, ели сырым, а также готовили из него оладьи и добавляли в различные каши. В период поста репа была особенно ценна, часто употребляясь с квасом в качестве пищи. Одним из распространенных обычаев этого дня было беление недавно сотканных холстов. Выбор места для этого обряда начинался практически сразу после крещения. Отдавали предпочтение крепким настам, находящимся на солнечной стороне и обязательно защищенным от ветра. Этот обычай символизировал начало нового сезона и удачный старт для домашних работ. Согласно народным поверьям, 9 апреля не рекомендовалось выяснять отношения как дома, так и на улице. У наших предков существовала народная примета, что если в этот день поссориться, то примирение станет просто-навсего невозможным. Поэтому люди старались удерживать свои эмоции и скрывать обиду до следующего дня. Особенно это касалось семейных пар, поскольку некоторые из них, ссорясь 9 апреля, даже рассматривали возможность развода. Другим распространенным обычаем в Матрёнин день было очищение дома от старых и ненужных вещей. Люди выносили из дома старье и размещали его на общей куче, где малоимущие могли выбрать для себя одежду, обувь или другие предметы обихода. Этот обряд символизировал желание делиться с теми, кто нуждался, и создавал атмосферу солидарности и взаимопомощи в общине. 9 апреля, День Матроны Настовицы, для многих представлял собой время проведения различных обрядов и ритуалов, которые были направлены на привлечение удачи, счастья, любви и благополучия. Одним из распространенных обрядов, проводимых в этот день, был связан с очищением дома и избавлением от негативной энергии. С наступлением темноты жители деревни или села собирались все вместе, чтобы разжечь костер и сжечь остатки сухостоев и другого органического материала. Это действие символизировало начало нового цикла и очищение от любых прошлых обременений. Кроме того, в костер часто бросали старые тряпки, которыми обтирали больные участки тела, чтобы символически избавиться от болезней и невзгод.
Важным аспектом традиции 9 апреля было чтение специальных магических слов и молитв. Женщины, особенно хозяйки, совершали обряды, чтобы привлечь удачу и благополучие в свой дом. Одним из таких ритуалов это было то, что нужно было вытереть пыль в доме и обязательно вымыть полы. При этом обязательно в воду добавляли травяные отвары, которые считались оберегающими от болезней и злых духов. Эти обряды не только помогали очистить дом от негатива, но и создавали атмосферу спокойствия и гармонии. День Матроны также ассоциировался с пересмотром запасом репы и других корнеплодов. Женщины проводили инспекцию своих запасов и выбирали лучшие образцы для последующего посева или приготовления пищи. Этот обряд символизировал заботу о будущем урожае и привлечении плодородия на землю. Матрена Наставица, известная как Святая Матрена, была персонажем, который в старину использовался и для предсказания погоды. В древние времена, когда метеорологические инструменты не были доступны, люди прибегали к наблюдениям природы и животного мира, чтобы предсказывать приближающиеся изменения в погоде. Реки в то время часто демонстрировали крутой свой характер, вздуваясь и поднимаясь, что грозило разливами и подтоплениями. Старинные пословицы и поговорки, связанные с Матроной Наставицей, часто использовались для интерпретации этих изменений. Например, один из таких поверий говорила: «Щука лед хвостом разбивает». Это означало, что при приближении Дня Матрены лед на реках начинал таять, что могло привести к весенним разливам. Еще одно народное поверье говорило: «Вешний ледок, что чужой порог ненадежен», что указывало на то, что лед на весеннем разливе может быть непредсказуемым и опасным. Кроме того, наблюдение за поведением птиц, особенно чибисов, также считалось важными для предсказания погоды в это время года. В старину чибисов называли наставицами и верили, что их поведение может предсказать приближающиеся изменения в погоде. Например, если чибисы кричали с вечера на Матрену, это считалось предвестником ясной погоды на следующий день. Даже если чибисы летали низко, это предвещало отсутствие дождя. Во многих регионах на Матрену утро начиналось с тумана. Это было рассматриваемо как хороший знак, который предвещал урожайный год. Крестьяне радовались такому туману, понимая, что это означает, что воздух насыщен влагой и почва будет достаточно увлажнена для успешного посева и роста растений. Кроме того, если кроме чибисов на Матрену полурепицу прилетали овсянки, это также считалось предвестником скорого таяния снега и приближения весны. Кроме того, в православной традиции, как мы уже сказали ранее, 9 апреля отмечался праздник Святой Матрены, которая считается покровительницей хозяек и трудящихся, особенно ткачих. В этот день люди обращались к Святой Матроне с молитвами и просьбами о благословении на свои дела и труды. Святая Матрона является одной из самых почитаемых святых в православной церкви. Ее жизнь и деяния пропитаны чудесами и милосердием. Считается, что она помогает всем нуждающимся и оказывает заступничество перед Богом. Особое внимание к Святой Матроне проявляют женщины, которые занимались домашними делами и ручным трудом, в частности ткачихи. Именно в этот день они просили Матрону о помощи и благословении на свой труд. Верующие знали, что Святая Матрена поддерживает их в своих усилиях, помогает преодолевать трудности и достигать успеха. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 9 апреля по народным приметам. Главное, чего нельзя было делать в этот день, это выяснять отношения. Согласно народным приметам, поссорившимся в этот день будет сложно помириться, а в некоторых случаях даже невозможно найти общий язык. Поэтому, если кто-то обидел вас словом или действием, рекомендуем не спорить и не выяснять отношения. Лучше отложить разговор на другой день, тогда энергетика будет более благоприятной.
Также не стоит и бездельничать в этот день. Домашняя работа и дела могут затянуться на несколько суток, если их не завершить вовремя. Согласно народным поверьям, безделье в день Матрёны может привести к конфликтам в семье, скандалам и недовольству друг другом. Поэтому в этот день особенно важно быть активным и делать все возможное для завершения намеченных дел. Кроме того, 9 апреля нельзя было тратить деньги на ненужные вещи. Считается, что расходы в этот день могут привести к финансовым проблемам в будущем. Рекомендуется быть более осторожным с финансами и избегать лишних трат. Кроме того, важно ограничить и количество произнесенных слов в этот день, особенно если они не несут в себе конструктивного смысла. Обращаем ваше внимание, что сегодня слова нужно выбирать с особой осторожностью, иначе это может привести к возникновению конфликтов и непониманию с окружающими людьми. Старайтесь говорить только о том, что действительно важно, и избегайте лишних разговоров. Также следует воздержаться от проявления ревности. Это чувство может принести неудачи как ревнующему, так и тому, кого он ревнует. Ревность часто сопровождается негативными эмоциями и может негативно сказаться на отношениях с окружающими людьми. Поэтому важно сохранять спокойствие и доверие в этот день, избегая подозрений и недовольства. Одним из запретов в этот день являлось проведение косметических процедур, как в салоне, так и в домашних условиях. Считается, что такие процедуры могут стать причиной различных проблем с кожей и со здоровьем. Поэтому лучше отложить косметические манипуляции на другой день и уделить внимание заботе о себе в более подходящее время. Также в день Матрёны не рекомендуется готовить еду на скорую руку. Этот день считается благоприятным для старательных и заботливых хозяек, поэтому готовка требовала особого внимания и тщательности. Подготовка вкусных блюд с усердием и любовью может принести радость, и в то время как спешка и нерадивость могут привести к несчастным случаям или неприятностям на кухне. В народных приметах существовало поверье, связанное с беременными женщинами и их отношением к собакам в день Матрёны 9 апреля. Согласно народной примете, если беременная женщина испытывает страх перед собаками, то ребенок, который родится, может вырасти трусливым и испытывать схожие чувства. Поэтому эмоциональное состояние матери оказывало влияние на развитие плода. Поэтому если женщина испытывает страх или негативные эмоции, это может повлиять на ее психологическое состояние и характер будущего ребенка. Также в этот день нельзя было менять постельное белье, трясти одеялами, переворачивать их и совершать любые действия с постельными принадлежностями. Иначе считалось, что это в корне может изменить, перевернуть судьбу и не в лучшую сторону. Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.